Rocktec G2. Топовый ТВ-бокс стал еще топовей. Обзор обновления, которое привнесло в него функцию, которую никогда и раньше в ТВ-боксах не видел. И после этого он стал просто идеальный. Потому что, здесь решили проблему с небольшим нагревом в простое, а все это было из-за того, что DTS:X немножко неправильно обрабатывал звук и активировал постоянно кодек. И теперь он не греется в простое, это важно. Во-вторых, они добавили функцию с Bluetooth, которую я вам дальше покажу. А в-третьих, они добавили функцию 8-битный HDR. Это настолько крутая функция для владельцев именно старых телевизоров с HDR, либо очень слабых телевизоров с HDR, которые зачастую жалуются, что у меня телевизор с HDR, я включаю HDR-контент, а он идет такой, знаете, очень тусклый. Или у меня на градациях видны полосы, там какие-то бандинг так называемый. И вот этот ТВ-бокс теперь может это исправлять. Если в Rocktec GX1 компания Rocktec делала, знаете, такой акцент на переделке контента Dolby Vision и HDR в SDR-контент с конвертацией именно качественной картинки, именно делала очень качественную картинку, то в G2 они пошли дальше. Они сделали этот ТВ-бокс именно для тех людей, кто страдает с дешевыми HDR-телевизорами. И сегодня я вам покажу даже, как это работает. То есть я вам расскажу сегодня о технологиях, которые он активирует. И сегодня мы проверим работоспособность этого обновления, после чего этот ТВ-бокс, я не то что рекомендую, он будет теперь очень долго держаться. Топ-1 в топе дороже $100. Несмотря на то, что здесь iMlogic S905X4 K, да, тут нет каких-то улучшалки уже есть. Улучшалки уже есть, они немножко не такие, как здесь, они вообще для другого. Но при этом этот ТВ-бокс для 4К телевизоров. И он 1000-мегабитный LAN имеет, 4 гигабайта оперативной памяти. И это чистый Android TV, вдумайтесь. Не Google TV, а чистый Android TV с кастомизацией интерфейса, с передвиганием плиток, каналов, рекомендаций и тому подобного. Так что сейчас мы с вами переходим. Если хотите увидеть полный обзор, конечно же, в описании под видео есть первичный обзор. А это уже на Android 14, там на Android 12, этот на Android TV 14. Я думаю, что надо вообще делать какой-то полноценный новый обзор, да, лисичка? Потому что вот это прям ТВ-бокс стал топовым. Да я думаю, что надо бы его вообще забатлить. Надо устроить батл, например, вот такого Rocktec, вот такого GX, вот такого Xiaomi, вот такого вот Mikula Miona. Если вам это интересно, подписывайтесь, следите за каналом. Конечно же, мы такое для вас сделаем и уже готовим. Переходим, тестируем, потом вернемся на выводы. Конечно же, подписывайтесь, нажимайте колокольчик и ссылки в описании под видео. Смотрите, самое интересное, что этот ТВ-бокс держится в цене. Вот он как стоил $110-120, я прогнозирую, что он будет дорожать. Единственное, что сейчас на Алиэкспрессе можно купить 32-гиговую версию 64 достаточно тяжело. Я прогнозирую, что он будет дорожать. Напомню, что это iMlogic S905X4K с Dolby Audio и DTS, и с Dolby Vision, и с Netflix сертификацией. При этом с классным пультом. Это чистый Android TV. В Украине, если хотите купить, то, конечно же, он есть на нашем фирменном сайте с промокодом Технозон. Кстати, 4 на 64. То есть не 4 на 32, 4 на 64. С промокодом Технозон вы получаете скидочку, еще получаете подарочку предоплату Nexon TV и Свит ТВ по 6 месяцев. Пожалуйста, переходите, тоже будет все интересно. Ссылки в описании под видео. Главный экран. Все тот же Android TV. Ничего не поменялось, ничего не урезали. Отлично работающий, плавненько все. Можно, скажем так, редактировать эти полоски, рекомендации и, конечно же, в принципе, работать с удалить, какую-нибудь полоску, либо переместить. Задача сейчас проверить основные функции. Фильм Черкасы. Например, голосовой поиск как работал в таком виде, как на Google TV, так в принципе работает. Но зато он работает таким образом внутри приложений, как в принципе и в клавиатуре вводной. Это уже такое себе дело. Из того, что хочется здесь еще проверить, это, конечно же, Google Cast. Это обязательно. Давайте запустим трансляцию. Мне главное, чтобы оно работало, не было поломано. А потом я вам сейчас расскажу про новинки. Вон, пожалуйста, подключилась Google Pixel 10 Pro. Я остановил, выключил, все, оно работает. Не будем с вами на этом останавливаться. Мультимедийку дальше еще проверим. Хочется посмотреть
на меню настроек и сразу вам сказать одну такую классную вещь. Смотрите, мы идем в настройки устройства, в самый низ. Первое, что сделали, добавили опцию, которая бесила многих. Имеется в виду, что он постоянно был доступен для поиска Bluetooth устройствами. Если у кого-то агрессивное Bluetooth устройство в доме, многие там, чей-то телевизор пытался по Bluetooth подсоединиться, чьи-то наушники постоянно подсоединялись, чей-то смартфон. Здесь теперь можно отключить видимость Bluetooth. Просто за это божественная функция спасибо огромное. Вот реально спасибо. И вторая, которая вот именно мега функция, которую сделали, это просто топ. Настройки HDR, включить 8-битный HDR. А теперь я вам объясняю. Ну, например, Rocktech GX1 на Realtek 1325, там есть система VS10, которая из Dolby Vision HDR контента конвертирует в SDR. А так, чтобы нормальный HDR, допустим, ну, либо Dolby Vision, конвертировать в 8-битный HDR не делает никто. Я, по крайней мере, таких открытых боксов не знаю. Я вам объясню, в чем дело. Если у вас какой-то телевизор, у которого заявлен HDR, но вы включаете HDR-контент, а там он серое изображение, тусклое, либо еще чего-то, либо вот такие, знаете, там, когда плавный переход цветов, а там такой, знаете, дикий бандинг. То есть вы видите такие жесткие лестницы, переходы. И вот как раз вот эта вот штука, когда вы ее включаете, она активирует тон-мейпинг. Это значит, на лету приставка пересчитывает HDR метаданные под физические возможности вашего телевизора. И у вас картинка будет не тусклая, а светлая. Да, он будет адаптировать под слабый HDR вашего телевизора, HDR-контент. Также она активирует дизеринг. Что такое дизеринг? Это фактически активация FRC вашего телевизора. То есть у кого не чистая 10-битная матрица, бывает такое, что не срабатывает FRC в телевизоре, и вот этот вот стык вот этих вот цветов, он именно четко виден. А он заставляет мерцать пиксели телевизора рядом с разной цветностью, для того, чтобы вы получали плавный переход. То это порежет чуть-чуть качество исходного видео в плане пересчет, оно пересчитает видео, пересчитает его метаданные. Это просто топовая опция. Ребят, такой опции реально нет нигде. В остальном всем здесь работает. Давайте еще проверим, я не знаю, сломали ли 5 ГГц Wi-Fi, сломали ли там 1000 мегабит, потому что это тоже важно. Ну вот давайте запустим наш тестовый сервер, для того, чтобы мы понимали, насколько это сейчас работает. Ну вот 5 ГГц Wi-Fi. Ну вообще ничего не сломали. Вообще ничего не сломали. Опа, тихо. И тестируем конкретно 5 ГГц. Сейчас увидим на загрузку, на выгрузку. Давайте стартуем. Видим 300, 400, 300, 400 мегабит. 400 мегабит. Они ничего не поломали. Очень хороший Wi-Fi. Очень хорошо работающий. При том, что роутер стоит в соседней комнате. Он не рядом с роутером стоит. Все супер. Давайте на загрузку было 400. На выгрузку вот мы видим... Тоже 400. 400 на 400. Можно уже не морочить его голову. Давайте включаем 1000 мегабитный LAN и стартанем тест 1000 мегабитного LAN. То есть здесь 1000 мегабитный LAN, тут вообще вопросов нет. Тут, учитывая трафик сторонний там и все остальное, 600-700 на загрузку. И на выгрузку сейчас увидим те же самые там под 400 мегабит. Вопросов нет. Вопросов нет. Давайте перейдем с вами на телевизор, проверим все оставшиеся парочку аспектов. Наш любимый YouTube, поломали чего-то или нет? HLG, очень важный тест, очень важен для проигрывания IPTV. HLG работает, все супер. Включим сейчас с вами настроечки. HDR-чик виден. Смотрим качество 4К HDR. Ждем реинициализации. Смотрим, все отлично. Все супер, ничего не поломали, все работает. Супер, пробуем нашу дикую реку 4К. Давайте пробуем, это AV1 кодек, переключилась. Здесь 2560, сейчас включим 4К. Хотя он сейчас выровняется сам, когда поймет, пересчитает поток. А он все, он выровнялся. Выровнялся, да? Да. Супер, смотрите. AV1, 4К, SMPTE 2020. Идеально. Теперь нам нужно еще проверить здесь очень немаловажный аспект. Это проигрывание контента Dolby Vision, в частности Netflix. Смотрим, что у нас Netflix в поддержку включает 4К Dolby Vision, Dolby Atmos. Автофреймрейт сработал. Смотрим активацию Dolby Vision. Все идеально, все хорошо. Видит XFAT и NTFS, ничего не потерялось. То есть он видит две дисковых системы.
Давайте пробуем Dolby Vision. Dolby Vision включился. Пожалуйста, Dolby Atmos даже включился. То есть мы сразу уже видим, что многоканал заработал по звуку. Осталось HDR-чик посмотреть. Ага, а вот вам и пример. Смотрите, вот это вот псевдотелевизор без 10-битной матрицы. Видите, тусклое изображение. Сразу выходим, видите, HDR как был, то есть если Dolby Vision у него еще там более-менее куда-то вытягивается при конвертации, мы идем в настроечки устройства, экран и звук, это вот прям, видите, это прям на ваших глазах происходит. Включаем 8-битный HDR, все, включили 8-битный HDR, переходим обратно в коде и смотрим, какая картинка получилась. То есть вы видите разницу? Это старый псевдотелевизор, здесь нет 10-битной матрицы. Это старый TCL P625, вообще древний. Увидели? Вот так вот это работает. И на прощание мы проверяем с вами, смотрите, у нас Dolby Digital Plus. Он появился. Мы сейчас отрабатываем Dolby Digital Plus. То есть обнова ничего не поломалась. Dolby True HD. Работает у нас Dolby True HD. Это важно. Это важно. Теперь дальше. DTS HD Master Audio. Да ладно, DTS HD Master Audio работает. Супер. И работает у нас простой DTS. В принципе, проверять больше нам нечего. Я готов пройти и сделать выводы по этому ТВ-боксу. И по обновлению, конечно же. В качестве выводов скажу, он невероятно крутой. Все те функции, которые они запихали, вот эта вот функция, которая прячет его Bluetooth, видимость, этого не хватало. И многим этого не хватает. Сам по себе факт стабилизации Android TV 14 в 2026 году это просто топ. А 8-битный HDR, так это прям спасает многих владельцев телевизора. Вы можете теперь получить топ смарт ТВ бокс под дешевый телевизор. И он именно подходит под дешевый телевизор. Ребят, очень рекомендую. Прямо сейчас топ-топ стал. А с вами был Бабл на канале Технозон. Всего доброго. Пока.